Приветствую вас, любители как реального, так и виртуального футбола. Я более чем уверен, что после застоявшегося февраля вы все в предвкушении глобального апрельского обновления, ведь до него осталось уже около месяца, то есть вот буквально всего ничего. И чтобы иной раз подогреть ваш интерес, давайте обсудим эту тему поподробнее, ибо есть некоторые подробности в целом того, как это может быть и чего стоит ожидать от этого апдейта. Ну и конечно, как и всегда, чтобы по традиции ролик не остался без водянистости, я поделюсь и своими ожиданиями от обновления до версии 5.4.0, которая ожидается в апреле. Легендарные, сильные и просто крутые футболисты продолжают появляться в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Начнем мы с основы основ. Почему мы вообще рассчитываем на обновление в апреле? Во-первых, потому что нечто подобное происходило в прошлом году, и данное обновление было глобальным, а также во многом потому, что Konami сами анонсировали, что в апреле мы увидим обновление, когда во время eFootball Connect разработчики, точнее продюсер и директор серии, рассказывали про Мастер-лигу. Тогда как Ренан Гальвани в своих соцсетях заявляет, что обновление состоится уже 2 апреля, то есть прям буквально-таки в начале месяца. Подтверждений этому прям каких-то явных нет, но все исходит из того, что именно в этих числах, именно вот прям в самом начале апреля начинается новый финансовый квартал. И понятное дело, что для студии важно начать его с высоко поднятой головой, так сказать, создав небольшой ажиотаж и тем самым привлекая внимание к своему проекту путем вот как раз-таки глобального апдейта, который должен что-то привнести, что-то изменить, ну и соответственно возвращением старого, доброго, хоть и изменившегося режима в виде карьеры. То есть с этим мы определились. Рассчитываем, что обновление до версии 5.4.0 будет в начале апреля, а именно 2 числа, как заявляет Гальвани. Почему обновление стоит ожидать глобальным? Да банально потому, что планируется изменение игрового процесса, исходя из слухов, ну и потому что, опять же, если обращаться к опыту прошлого года, в прошлом году апрельское обновление также было глобальным. В конце концов, минорные, так называемые мелкие обновления в игре уже успели проскочить, поэтому пришло время для чего-то более глобального. Ранее упомянутый Ренан Гальвани также заявлял, что с этим обновлением также планируется и изменение игрового процесса, и хоть и конкретики он не привел, но в то же время заявил, что если не все аспекты, то большинство из них будут в этом игровом процессе обновлены. Атака, защита и голкиперы. С одной стороны, конечно, да, опять придется переучиваться играть в эту игру, но с другой стороны интересно будет посмотреть, на что же будет сделан упор в этот раз, что станет метой или условной метой после вот подобного глобального обновления. В общем, поживем увидим. Скорее всего, это будет не единственным таким вот примечательным контентом этого обновления, но все же вместе с апрельским апдейтом планируется и наконец-таки возвращение Мастер-лиги. За весь прошедший февраль мы обсудили все новости и слухи, как официальные от самих Konami, так и слухи, которые фигурировали в комьюнити на протяжении всего этого времени. Главное, что стоит уяснить в случае с этим режимом, так это то, что он будет доступен на всех актуальных платформах, на ПК, консолях и, соответственно, мобилках. Но еще, что не менее важно уточнить, так это то, что это будет первый такой тестовый запуск, который будет, скорее всего, не окончательным, а просто
просто познакомит некоторых игроков с подобным режимом. И вполне возможно, если реакция игроков будет более-менее положительной, если к этому будет внимание, высокая вероятность того, что разработчики будут этот режим совершенствовать. Ну и по заявлениям ранее упомянутого Гальвани, за сутки, за несколько дней до обновления ожидается отдельный трейлер с демонстрацией данного режима, его функций, его в целом предназначения и так далее. То есть, судя по всему, стоит ожидать отдельный мини-трейлер в честь возвращения Мастер-лиги.